Ну вот, сегодня заканчивается первый день отказа от воды. Состояние абсолютно нормальное, то есть, практически как каждый день. Но поскольку я практикую довольно-таки часто все эти отказы, и сухие, и влажные, то один день это вообще ни о чем. Ну, впрочем, как и дней где-то до 10, наверное, 14. Значит, что немножко хочется сказать по настрою. Когда вы собираетесь практиковать сухой отказ от еды, от воды, конечно, прежде всего лучше настроиться заранее на это явление, на эту, можно сказать, практику. И очень хорошо это приурочить к каким-то датам, чтобы это было не просто так, не с бухты-барахты, хотя так тоже можно. Но я вот всегда обычно отношу свой сухой пост к Великому посту. Такой довольно, это самый длительный пост, и сухой отказ я стараюсь также делать довольно-таки длительный. Настрой, естественно, должен быть самый позитивный. То есть вы идете туда не как в страдания, не с сомнениями, получится, не получится, неважно, получится, не получится. Главное начать. Вот как в йоге, что самое главное? С чего начать? Расстелить коврик. Это самое трудное. Также и здесь. Самое трудное начать. Но перед тем, конечно, как начать, лучше немножечко себя морально подготовить. Морально вы как подготавливаетесь? Я проживаю день отказа от еды или от воды, и на этом достаточно. Утром я просыпаюсь, и я просто продолжаю такой же точно день. Я не ставлю себе какие-то планки, границы, временные отрезки. Я проживаю сегодняшний день. Наблюдаю, что происходит. Двигаюсь, гуляю, работаю. То есть все как в обычной жизни. И те, кто практикует это в городе, в социуме, небольшие сроки, для этого, в общем-то, не надо отказываться от работы или еще чего-то. Вы также можете какое-то время быть социально активными. Но это, конечно, когда касается не очень больших сроков. До 3 дней практически это вообще не голод, это просто организм перестраивается, запасов у него вполне хватает. Самое интересное начинается уже после. Поэтому мне вот так интересны вот эти длительные именно отказы от еды, тем более от воды. И вот когда вы настроились, что да, с такой-то даты я вхожу в отказ от еды или от воды, если у вас идет хотя бы больше 5-7 дней, лучше, конечно, почистить свое тело, а именно желудочно-кишечный тракт. Я использую для себя классический вариант пракшалана. Но, как тоже показывает практика, что если вы идете в отказ от еды, но с водой, то в процессе вы потом можете дочищаться еще. Попить соды, сделать клизму или еще что-то. Вот. Без воды уже такого не получится. То есть почиститься вы уже не имеете никакой возможности. Вот я вчера как раз, даже не вчера, и вчера, и позавчера 2 дня чистился. Делал пракшаланы, делал клизмы, помылся, чтобы уже с водой контактировать по минимуму. И, как говорится, на свободу с чистой совестью, также в отказ от еды с чистым желудочно-кишечным трактом. По поводу чистки тела на сухом отказе. Есть люди фанатичные, которые боятся к воде вообще прикоснуться, моют посуду в резиновых перчатках или еще что-то делают, не чистят зубы, рот, не умываются. Вот. Тут у каждого, конечно, своя история. Но я что хочу сказать, что как бы вы не избегали воды, в какие бы плащи и прочие атрибуты не наряжались, все равно вы будете контактировать с водой, хотите вы этого или нет. Поскольку у нас в воздухе содержится влажности от 60 где-то до 80, а то и больше процентов, то вы с дыханием, в общем-то, эту воду и вдыхаете. Поэтому даже когда вы абсолютно не прикасаетесь к воде, можно сказать, что у вас все равно условно сухое голодание.
тело начинает искать какие-то резервные источники или питания, или влаги. И оно очень хорошо начинает впитывать воду через дыхание, через кожу. То есть, нет воды, надо что-то с этим делать. То, что пойдут больные клетки и продукты распадов питания, это уже будет на длительных более сроках. Вода у вас, можно сказать, всегда под рукой, вернее, в дыхании. Поэтому не бойтесь лишний раз почистить ротовую полость, потому что очень часто человек, который идет особенно в сухое, бывает выходит из-за того, что во рту становится, не очень комфортно, скажем так. Но он, зная, что к воде прикасаться нельзя, выходит из этого состояния, хотя мог бы, в принципе, идти и дальше, просто почистив ротовую полость. Для этого можно использовать скребки, зубные щетки. Лучше, конечно, не пользоваться никакими ни пастами, ничем, просто поскоблить, сполоснуть и выплюнуть. Все этого достаточно. Там полмиллиграмма у вас питается, может быть, в ротовую полость, но ничего страшного в этом нет. Поэтому, конечно, тело желательно держать в чистоте по возможности. Но оно особо без еды, в общем-то, и не пачкается. Вот как показывает практика, я перед сухим обычно моюсь. И в течение всего срока само тело я не мою. Но от него не пахнет, оно абсолютно нормальное. И старайтесь не ставить каких-то конкретных дат, каких-то цифр, что я буду столько-то, столько-то и столько-то. Это тоже бывает, идет давление на психику, что вот столько-то осталось, я жду какого-то момента выхода, и уже такое внутреннее напряжение. Старайтесь, чтобы этот отказ был сегодняшним днем. Вот сегодняшний день прошел, все, завтра я начинаю сначала. И вот так вот в течение, если вы каждый день как первый начинаете, вы даже не замечаете, сколько дней прошло. Я всегда выхожу, что 16, что 23 дня, что 27 дня. Я всегда выхожу в таком довольно-таки комфортном состоянии. Меня там не плющит, не колбасит, не размазывает. Да, идут какие-то свои процессы. Иногда там более высокое состояние, иногда менее. Бывает немножечко так мутит, то, что называется. Но это абсолютно нормальное явление. Это просто принимаешь так, как оно есть, и не напрягаешься по этому поводу. В процессе вы можете делать контрольные замеры веса, давления, температуры. Это так, чисто для себя, это делать не обязательно. Но с весом, опять-таки, у кого веса много, то можете на весы вообще не вставать. Но если вы довольно-таки такой сухой структуры, лучше, конечно, вес контролировать. И вот тут есть такой индекс массы тела, вы понимаете, что в минус особо заходить не надо. Конечно, когда вы выйдете, вес довольно-таки быстро наберется, но тем не менее не перебарщивайте. Важный вопрос, зачем вы это делаете. Потому что многие очень на YouTube тоже, на всех этих видеоотчетах, в комментариях задают вопрос, спрашивают, зачем тебе это нужно. Вы, главное, себе ответьте, зачем вам это нужно. У меня своя история, у вас своя, поэтому, как я вижу, несколько вариантов есть. Кому-то надо сбавить лишний вес. Можно, конечно, и отказом от еды сбавлять вес, но, конечно, лучше всего это просто отстраивать свое питание, отстраивать физическую активность, это намного лучше. Хотя можно все это и совмещать. И когда вы отказываетесь на какое-то время от еды, потом вам уже надо намного меньшего объема, намного более качественную вы хотите уже еду заполнять свой организм. Как вы на машине из мойки выезжаете, старайтесь лучше объезжать уже, сразу в грязь не влезайте. Когда машина грязная, уже там без разницы, по каким лужам ездить. Но когда вы чувствуете, что вы после отказа от еды, ваш организм весь чистый, такое эталонное состояние у него, очень не хочется как-то питаться чем-то не очень правильным. И так, в общем-то, вы можете менять для себя режим питания. Кто-то переходит на вегетарианство, кто-то на сыроедение, кто-то на фрукторианство, или там просто уменьшают дозу. Старайтесь, конечно, чтобы питание ваше было более живым, более чистым. А у кого какое оно, это ваша история. Кто-то идет сбросить вес, кто-то оздоровиться, у кого-то какие-то заболевания.
Поскольку есть такая фраза, что то, что не вылечивает доктор и лекарство, может вылечить только голод. Если голод не излечивает, то уже, это все. Поэтому кто-то идет в отказ от еды или от воды с целью оздоровиться. Да, действительно, многие болячки уходят. Становится намного лучше самочувствие. Я по себе чувствую, что самочувствие, с каждым годом такое ощущение, что оно все лучше и лучше. Я в предыдущих видеоотчетах рассказывал, что у меня раньше была болезнь витилиго, кожное заболевание, белые пятна. И на 40-й день, не знаю на какой именно, но я после 40 дней с водичкой, правда, увидел, что вся эта пигментация выровнялась, кожа восстановилась. Очень много всяких разных заболеваний уходит на отказе от еды. Поэтому кто-то использует и пост, и отказ в качестве оздоровления. Причем оздоровление ведь происходит не только на физическом плане, но и на психологическом. Очень часто вы становитесь такой более, мягкий, более тонкий, что ли. Хотя бывают и наоборот, особенно на начальных стадиях, когда человек становится более раздражительным. Часто мы как раз эту раздражительность и заедаем. И вот здесь вы учитесь, вы понимаете, что в таком состоянии раздражаться как-то это, только себе вредить. И вы стараетесь это раздражение быстренько убрать. Поэтому тоже отказ от еды можно взять как за основу опыта обучения, держать себя в руках, что ли, не раздражаться по пустякам, по мелочам. Кто-то хочет просто повысить тонус, потому что те, кто практикует отказ от еды, знают, что когда вы отказываетесь от еды, то тело такое становится, бодрым. Есть, да, конечно, периоды, кризы проходят, еще что-то, когда такая вялость. Но когда они проходят, необычайная легкость возникает. И многим людям такое состояние очень нравится. Кто-то идет испытать себя. Типа, я смогу, кто-то может, кто-то кому-то бывает подражает. Вот этого я, честно, не очень рекомендую. Потому что часто вот эти испытания себя, они могут перейти в некую фанатичность, становление каких-то рекордов, желание их побить, кого-то переплюнуть. И часто это кончается, не очень хорошо. Поймите, вы это делаете только для себя, не кому-то что-то доказать. Я тоже это делаю для себя, но просто поскольку я это делаю, и опыт, в общем-то, довольно-таки такой интересный и длительный, я этим делюсь. Те отказы от еды, которые уже до 20 дней, в общем-то, я их даже не снимаю, не выкладываю, потому что, это такое обычное явление. Но когда идешь дальше, то есть, я думаю, что людям, в общем-то, интересен такой опыт, и он их как-то подбадривает, понимать, что можно, это реально. По срокам, я думаю, что самое оптимальное где-то на сухом, 5-7 дней, для любителей экстрима до 14, до 15. На водичке также неделька-две, но очень хорошие результаты дает, когда вы заходите на 3 недели, то есть вот после 21 дня, идет такая очень хорошая перестройка как организма, так и вашей психики, исчезают все страхи, вы понимаете, что я уже почти месяц не ем, то есть, и, в общем-то, месяц не поесть для вас становится таким легким, не испытанием, а вариантом. И также, если кто-то хочет излечиться, то, желательно, в общем-то, на воде, по крайней мере, дойти до сроков 21 день. Опять-таки, не забывайте про противопоказания. Кто выходит на сухое, про вязкость крови. Понимаете, что если у вас кровь густая, то длительные сроки, особенно сухим, не надо. Если тромбы или еще что-то, то есть, имейте какой-то разум, рассудок, чтобы не навредить себе. Еще раз говорю, что то, что я вам показываю, это не руководство действию, не методика. Это я просто делюсь своим ощущением. Кого-то это, может быть, подбодрит, кого-то удивит, кто-то просто не поверит, таких тоже очень много. Каждому, в общем-то, воздастся по их вере и по их запросу. Я иду в этот отказ от еды, у меня просто интерес, а что дальше? И поэтому такие непродолжительные уже интерес не представляют, но когда я провожу какие-то группы, когда люди приезжают, естественно, я отказываюсь
даже до мероприятия отказываюсь от еды и стараюсь его проводить без еды, чтобы быть на одних вибрациях с теми людьми, которые сюда приезжают. Поэтому у меня эти процессы довольно-таки частые, такое обычное рабочее нормальное явление. Вот. Значит, по поводу внешнего вида. Очень много людей пишут: у тебя мешки под глазами, у тебя почки больные, то все 5-10. Ну, что поделаешь. Вот такое лицо появилось, да. И эти мешки под глазами, с почками у меня абсолютно все нормально. Я ценю вашу заботу, вот, и хочу вас верить, что я проверялся, все нормально. Просто это, ну, дефект кожи, дефект лица, как косметологический дефект. Он у меня довольно-таки давно, то есть я и в молодости ходил с такими мешками. Ну и молодость была такая, было много работы с токсичными материалами, лакокрасочная покраска машин, в общем-то, бензины, пары вот эти все, с химией немножко работал, поэтому, естественно, все это отразилось. Ну и плюс я такой, как сказать, еще и сенсиман. Я знаю, что на солнышке находиться много вредно, но тем не менее, поскольку я живу на природе, когда солнечный денек, я стараюсь с солнышком как-то повзаимодействовать. Это тоже, наверное, все-таки как-то сказывается. Вот. Еще одно маленькое добавление. Те, кто идут именно в длительный отказ на сухом, вот то, что я говорил, вот это состояние слизи, сухости во рту, оно очень часто мешает. И, как показывает практика, и по себе я тоже смотрю, что очень сильно вот эта густота, слизь, хочется из-за этого выйти. Не из-за того, что там состояние какое-то, еще что-то, а потому что невозможно удерживать во рту вот это. Вот, естественно, я что делаю? Я по утрам с хлебочком соскабливаю там с языка немного налета. Вот, но вот я как делал там на начальных этапах, и людям рекомендую. Те, кто идут в сухое, но тем не менее очищайте все равно ротовую полость. Зубной щеткой старайтесь, это не то, что вам надо зубы почистить. Зубы тут дело десятое. Вам главное прочистить небо, щеки, десна, язык, то есть снять вот эту слизь. Вот никто не заставляет вас пить и глотать. То есть прополоскали, можно, кстати, делать, как я еще не рассказывал, стаканчик водички, даже для полоскания на полстакана водички чайная ложка перекиси. Этим прополоскали как следует, все выплюнули. И дальше вы можете продолжать. Потому что некоторые люди говорят: все, я не могу, у меня уже это, я вот сегодня выхожу. Говорю: давай ты прополощешь рот и посмотрим, что будет дальше. Он полощет, говорит, абсолютно нормальное состояние. И спокойно идет дальше. Вы просто задумайтесь, что лучше, да, то есть мучиться вот в этих состояниях и прекратить свой опыт там на каком-то определенном дне, или все-таки почистить рот и продолжить еще дальше, дальше и дальше. Что для вас более ценное? Вот. Это не говорит о том, я не сторонник фанатизма, то есть иногда вот лучше сделать небольшое себе поблажечку, да, то есть почистить рот, те состояния, которые вы можете хотя бы убрать. По поводу слюны. Слюну сплевывать нежелательно. Каждый грамм жидкости, у вас сейчас на вес золота, да, со слюной вы просто проглатываете, ну, да, лимфы, слизи, все будет туда спускаться, но лучше сохранять, поскольку у нас слюны все-таки выделяется довольно-таки много, и когда вот я разговариваю, она просто рот засыхает, 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 я потом на съемке делаю паузу, там, пытаюсь жевательными упражнениями разогнать слюну, тогда хоть дальше можно как-то общаться, потом опять засыхает. На сухом у вас будут довольно-таки сильно сохнуть губы. Это нормальное явление, у меня за длительные сроки там по 2-3 раза кожа полностью слезает. Единственное очень неприятное ощущение, когда вот она начинает слезать, ее хочется зубами покусывать. Старайтесь этого не делать, потому что потом эти ранки будут такие очень неприятные. Вы что делаете? Достаете просто обычное касторовое масло и слегка смазываете губы. Все достаточно. Кожа смягчается, и по ощущениям нет вот этих ломких таких струпьев. Даже если не будут болтаться, они будут болтаться таким
мягкими тряпочками, а не жесткими ежиками.